Всем привет! Если ты смотришь этот подкаст, значит ты продолжаешь смотреть подкасты каждый день. И сегодня хотелось бы поговорить про авиакомпании как систему. У многих, у большинства людей нет понимания от слов совсем про системы. Они не думают в рамках системы, да? Они думают, ну вот, мне нужно долететь там из Москвы в Бангкок. И все, я покупаю, беру, захожу там на Airbnb или авиасейлс, или там еще куда угодно, и покупаю билет, сажусь, я в Бангкоке, все. Да, то есть он не парится, как там работает, что там, да, внизу. Он просто берет билет и покупает. И в большинстве случаев люди делают то же самое абсолютно с работой, да, он не парится там, как полностью механизм работает экономики, а он просто идет и работает там. Я программист, я дизайнер, я там СТОшник, я там еще что-то, я там механик, я инженер, я переводчик. И они не парятся о системах, как все работает, как создать свою систему. Они не парятся о том, как создать свою мельницу, которая будет их кормить едой, да. Поэтому я рассказываю подкасты, по сути, про системы, чтобы люди хотя бы немножечко, чуть-чуть понимали про системы, в которых они живут. Потому что если ты понимаешь систему и правила игры, ты можешь уже с ней играть и воздействовать на нее, либо создавать свои системы. Если ты не понимаешь систему и ее правила игры, то, сорян, ты будешь вечно гоняться в крысиных бегах, либо хомячих. Постоянно бегать, 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 а куда бежать, неизвестно. Начнем с авиакомпаний, да, сегодня у нас. Хотелось бы еще показать вот немножечко про такой вот самолет, да. То есть это Airbus A320 Neo. Вот такой вот самолетик. Так, ладно, давайте я не буду переходить. Но в целом понятно, да, то есть стандартный самолет любой авиакомпании. То есть в этот самолет авиакомпании входят примерно 150-180 человек вмещаются. Этот самолет при новой покупке стоит 110 миллионов долларов. Либо если его покупать бэушным, около 40 миллионов долларов. То есть большинство авиакомпаний не платят, по сути, не покупают самолеты, потому что это очень дорого. То есть если у вас авиакомпания, то вам нужно там минимум там 10-15 самолетов иметь точно, да. То есть 10-15 самолетов это уже там под миллиард, чтобы просто только купить технику, на которых будут ездить. А еще нужно тратится куча денег на рекламы, а еще нужно договариваться со страной, куда ты будешь летать и так далее. Это первый момент. Второй момент. Вы авиакомпания, вы только что открылись, предположим, в Москве. Да, все, вы вот стартап авиакомпания строите, я строю свою авиакомпанию, к примеру. Что мне нужно сделать, чтобы запустить рейсы? Просто чтобы запустить рейсы, даже если там людей не будет. Я хочу взять популярные направления, там Турция, Таиланд, Индонезия, Вьетнам, да, там, вот 4 направления. Мне, чтобы получить вот эти права на то, чтобы ездить вот эти в 4 направления, мне нужно приехать в эту страну, приехать и договориться с государством, что я имею туда право летать на своем самолете. Вы представляете, сколько это делов? Это бюрократия, во-первых, и это очень множество нужно потратить времени и денег, чтобы просто запустить и получить право на то, чтобы я буду въезжать с одной стороны в другую страну. А это уже жесть. Давайте с верхушки начнем. У меня, как всегда, тут блокнотик. С телефона я читаю. Так, это я рассказал. Подводная часть механизмов всех авиакомпаний. Аэропорты и хабы, они по сути диктуют правила за каждую посадку и вылет авиакомпания платит. То есть я плачу
Москве, чтобы просто вылететь из Москвы. И я плачу там Турции, там, чтобы просто туда сесть, чтобы меня посадили, дали свободное место, куда садиться, да, то есть вы понимаете, какое это жесть. Чтобы там 180 человек пришли на границу, отдали свои паспорта и пошли дальше. А за это я должен платить, соответственно, деньги. Самолеты и лизинги. Большинство, по сути, не владеют самолетами, а берут их в лизинг у гигантских компаний. Aircap, Airlease, китайские банки. Там, по сути, миллиарды долларов крутятся. То есть, чтобы просто 10 самолетов таких иметь, как вот этот, а это еще маленький, считается, самолет на 150-180 человек, мне уже нужно отдать 100 миллионов баксов. А если самолет двухэтажный, да, то есть, как вот немецкие самолеты, да, вот там вот есть, то это уже просто жесть. Даже покажу вот. То это уже просто жесть. Что мне нужно сделать, чтобы просто иметь самолеты? Двухэтажные самолеты. Вот такие вот, да, то есть Боинги 747. То есть он стоит миллионов 250-300 долларов. Просто за один самолет. Это бешеные просто деньги. То есть это, неподъемные деньги. Не то, что неподъемные деньги, как бы эти деньги-то можно найти, да, то есть, но если тебе нужно 20 самолетов, то это просто жесть. То есть стандартные, даже вот сколько у стандартных компаниях мелких, средних и больших самолетов. Маленькие компании 5-30 самолетов. Маленькие узковизеляторные ATR-72, Embraer 175, KRG или 1-2 джета класса 320, 737. Авиакомпания Viewa, которая возит туристов на острова, может иметь 10-15. Средние компании 50-150 самолетов. Крупные игроки 200-800 самолетов. Вы понимаете, сколько это нужно денег отдать? То есть это миллиардов 20-30 просто на машины, купить их. А их еще нужно поддерживать технически, потому что они ломаются. Их еще нужно заправлять. Еще нужно нанимать сотрудников, которые будут работать, стюардессы и пилотов. А еще бывают катастрофы. То есть, это просто одним словом жопа. Соответственно, большинство компаний, авиакомпаний берут в лизинг у крупных гигантов. Берут в лизинг самолеты и пользуются. То есть, а сама компания, это как Центробанк, да, получается. Центробанк не печатает деньги, а дает процент. То есть, а вот уже коммерческие авиакомпании начинают уже ввозить людей. Плюс давайте к топливу перейдем. Бункеровка, заправка. Одна из самых больших статей расходов авиакомпаний, хендлеры. И поставщики топлива фактически собирают ренту у каждой тонны керосина. Если у тебя рычаги в этой цепи, ты контролируешь выживаемость перевозчика. Что это значит? Чтобы доехать, сколько мне нужно галлонов, чтобы доехать из Москвы в Бангкок. Из Москвы в Бангкок это 7000 километров. Средний расход топлива у галлона 25-30 литров на 100 километров. Бак стандартный около 105 литров. Значит, на одном полном баке можно проехать 400 километров. Бангкок 7000, делим 7000 на 17-20 баков, то есть тебе потребуется около 2000 литров дизеля-бензина. 2000 литров дизеля под самолет в галлоны. Сколько это стоимость?
То есть примерно, чтобы доехать просто от Москвы до Бангкока, мне потребуется заплатить $2000 только за бензин в одну сторону. Понятно, да? Мы взяли в пример маленький самолетик А320. Airbus A320 Neo, да? Насколько я помню. То есть вот этот. Соответственно, $2000 только за то, чтобы доехать с Бангкока с Москвы до Бангкока. Понимаете, да? Уже масштаб жопы. Также я объяснял, полет Москва-Бангкок невозможен без прав на пролет над странами. То есть я над каждой еще страной должен получить право на пролет, потому что каждая страна регулируется, по сути, контролем. Неизвестно, у какой страны война, у какой не война. Соответственно, у каждой страны, в которой я пролетаю, у меня должно быть право на то, чтобы пролетать над этой страной. То есть это просто очень много нужно получить, просто урегулировать. Плюс IT. Билеты продаются всегда через глобальные системы бронирования. Амаз, Разбор, Travelport, Airbnb, Aviasales. Они берут комиссию и решают, какой рейс пассажир увидит в поиске. Контроль дистрибуции, контроль спроса. Соответственно, то есть, если ты авиакомпания, тебе нужно, первое, урегулировать все правила с аэропортами, да, получить право на проезжание над каждой страной, взять самолет в лизинг, взять топливо, урегулировать с каждой страной, опять же говорю, полет, плюс комиссия на IT-дистрибуцию, плюс заплатить зарплаты 2 пилотам и 2-3 человекам, 4 человекам, кто будет обслуживать покупателей, клиентов. Соответственно, сколько у нас выходит денег с одного? Если средний брать, условно, $500, средний тариф Москва-Бангкок, то я получу $64 тысячи. Из 60 тысяч долларов моя прибыль будет $2000. То есть я выполнил условно такую громоздкую работу, а получил только $2000 себе в прибыль. Почему? Потому что топливо сожрало у нас, плюс лизинг сожрал, плюс техобслуживание сожрал, плюс экипаж сожрал, плюс аэропорты, навигация, оверфлей сожрал, плюс страховка сожрала. Итого я получил 2000, сука, долларов за счет того, что я 180 человек переправил в Бангкок. Просто супер, да? То есть, и в чем тут жопа, да? Вы скажете мне. Смысл тогда вообще открывать авиакомпанию? И тут я открываю вам немножечко тайну авиакомпании. Суть авиакомпании, если ты создаешь какую-то свою авиакомпанию, не в том, чтобы зарабатывать деньги, а в том, что твою авиакомпанию будут знать миллионов людей. То есть миллионы людей будут гонять постоянно на твоих самолетах. Ты станешь, по сути, гигантским грузоперевозчиком. И любую компанию знают ее бренд. То есть она высвечивается везде. Если завтра Илон Маск пойдет и откроет бренд, у него просто его медиа-бренд личный расширится до уровня, улетит просто вообще в космос еще раз. То есть у него там есть Тесла от Илона Маска, телефон от Илона Маска, Твиттер от Илона Маска, нейролинк от Илона Маска, что у него там еще, космос от Илона Маска, спутники от Илона Маска, самолеты от Илона Маска. Все, ты просто буквально охватил все слои общества человека.
Соответственно, и в этом суть создания авиакомпании. То есть у тебя прибыль может быть вообще, ты можешь вообще ничего буквально не получать сам, но за счет того, что ты станешь глобальным медиабрендом, ты, получается, становишься неким богом, как это делают большинство. Но легче всего, конечно, это сдавать. То есть есть такая, знаете, даже байка. Когда была золотая лихорадка, все брали вот кирку и шли там кувать. И постоянно каждый подпитывал мифом, что вот там кто-то там нашел золото, разбогател там и так далее, и так далее. И люди шли, чтобы добывать золото. А один чувак стоял и говорил: слушайте, давайте я вам буду продавать кирки и буду чистить кирки, буду чистить вашу одежду там и так далее, и так далее. И вот все вот эти дебилоиды, которые шли кувать золото, они в итоге, как бы, большинство из них либо разорилось, либо умерли, либо там здоровье испортили. А чувак, который вымывал, он, во-первых, вымывал их вещи от золота, потому что там все в... Когда добываешь золото, у тебя там вся одежда будет в этих веществах. Плюс ты продаешь кирки, да, там 1000 людей пошли там кирки продавать, а кирка ломается, кирки еще нужны, соответственно, ты там $1 000 000 заработал, соответственно. И зарабатывают люди, и никто продает, и никто идет кувать золото, а тот, кто дает инструмент для того, чтобы кувать золото. Поэтому до следующей пятницы. Я рад буду, если вы оставите комментарии, понравилось вам или не понравилось. Я не так сильно, конечно, погружался более в авиакомпании, но в целом более-менее как бы открыл чуть занавесу, потому что большинство вообще не понимает, как устроена авиакомпания. Большинство берут билет на авиасейлс и едут там в условную Турцию, Таиланд, Вьетнам, да, и не понимают все вот эти вот схемы урегулирования, как устроена вообще вся эта сеть. И вот эта вот улыбка у стюардесс, это тоже часть ее работы. То есть не ведитесь на то, что вам там всем рады и так далее, так далее. Это часть работы ее. Ее часть работы, чтобы была создана иллюзия комфорта. Что вы настоящий и вы нужен. Погладить вас по головке. Вот так вот. Так что вот, до следующей пятницы. Буду рад, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, пожелайте мне удачи и оставьте комментарии, какую хотите систему разобрать, что хотите услышать от меня. Это очень важно, чтобы я вообще понимал и была некая обратная связь от моих подписчиков. Спасибо большое, до следующей пятницы.